Всем привет на моем канале Любитель Трофеусов. Сегодня мы будем разбирать одного из самых элегантных жителей подводного царства. Прежде чем мы начнем, я хочу выразить огромную благодарность за невероятные подводные кадры, которые вы увидите в этом ролике. Их сняла моя коллега Пен Чин. Одна из известных экспертов цихлид озера Танганьика. Это красота цихлида Нёлампролобус пульхер с точной локацией Канталамба, а ее поэтическое коммерческое имя Дафодил, что в переводе значит нарцисс. А мы с вами сегодня пройдем весь путь от конкретной точки на карте, где она обитает, до секретов ее содержания в аквариуме. Погружаемся! Чтобы понять ее суть, нужно знать ее дом. Это озеро Танганьика, а конкретнее адрес скалистой участки у мыса Каталамба в Замбии. Именно здесь, среди этих древних каменных лабиринтов, которые вы видите в кадре, и живет наш Дафодил. Обратите внимание, как мало здесь открытой воды. Каждая расщелина – это крепость. Это мир сложных социальных связей, где рыбы живут семейными кланами. Доминирующая пара и несколько поколений помощников, которые вместе охраняют и обустраивают свою территорию. Встретить их можно на глубине от 4 до 20 метров, но самые многочисленные колонии на глубине от 7 до 15 метров. В природе вырастают взрослые особи от 9 до 10 сантиметров. В аквариумных условиях размер примерно тот же. Гендерные различия выражены слабо. Самец больше и лобастее самки. А теперь главный вопрос. Как же воссоздать этот кусочек дикой Африки у себя дома? Основываясь на том, что мы видели в кадрах из природы, формула успеха проста. Рекомендуемый размер аквариума 200 литров. Шикарно смотрится в видовом аквариуме. Главный элемент – это груды камней, создающие множество пещер и щелей. Я использую песчаник и ракушняк. Так мы повторяем природный ландшафт и снижаем агрессию. В качестве субстрата мелкий речной песок. Хочу отметить, что на светлом фоне желтый цвет плавников Дафодила намного выразительней. Доминирующий самец сразу установит контроль над всей колонией. Дафодил очень плодовитая цихлида. В скором времени она вытеснит всех соседей. Если вы все же захотите совместить несколько видов, то в качестве соседей подойдут или упи, и ледохромисы, тетракантусы. Соответственно, размер аквариума должен быть больше. И не забываем про укрытие для каждого вида, создавая островки из камней. Нежелательно совместное содержание видов, входящих в комплекс Брихарди пульхер, поскольку эти виды скрещиваются между собой. К растениям рыбы равнодушны. По желанию можно высадить неприхотливые виды растений, такие как анобисы и валиснерия. Очень важно, аквариум должен быть обязательно накрыт крышкой, они великолепные прыгуны. Дафодил – цихлида плотоядная. В природе в основном питаются мелкими беспозвоночными, которых находят на скалах и в толще воды. В аквариуме в качестве корма хорошо кушают артемию, мясо креветки или замороженные корма, мидии, циклоп, дафния. Хорошо кушают и готовые качественные сухие корма в виде хлопьев или гранул. Рекомендуется кормить их 1-2 раза в день в небольших порциях, которые они смогут съесть за несколько минут. Важно следить за тем, чтобы не перекармливать рыбок, для избежания проблем со здоровьем и качеством воды в аквариуме. Для того, чтобы Дафодил чувствовал себя комфортно в аквариуме, параметры должны быть максимально приближены к озерным. Здесь нет места компромиссам. Необходимо поддерживать чистую воду, стабильную температуру. Аквариум должен быть оборудован хорошей фильтрацией и аэрацией. Также устанавливаем обогреватель с терморегулятором. Обязательно еженедельная подмена воды 30% от общего объема аквариума. Оптимальные параметры для содержания: температура 25-27, кислотность 7,8-9,5, жесткость от 10 до 20,
Смотрите, поведение моих рыб в аквариуме почти не отличается от того, что мы видели у их диких родственников. Они также патрулируют свои владения, скрываются в укрытиях при опасности. Это лучший показатель, то, что мы все делаем правильно. Дафодил легко размножается в неволе. Как только пара сформировалась, она нерестится регулярно. Самец защищает территорию, а самка ухаживает за икрой. Поэтому они живут в хорошо организованной группе, которая делает этот вид таким успешным и широко распространенным по всему озеру. Нерестятся на субстрате, что свойственно большинству видам цихлид, но я отмечу, что нерест скрытный, и аквариумист увидит у себя в аквариуме уже плавающих мальков. На сайте Международного союза охраны природы для Нелопрологус пульхер указан статус, вызывающий наименьшее опасение. Несмотря на то, что этот вид не имеет охранного статуса и его популяция в природе стабильна, вся экосистема озера Танганьики очень хрупка. Самый ответственный шаг, который мы можем сделать как аквариумисты, это приобретать рыб, выращенных в неволе. К счастью, Дафодил давно и успешно разводится аквариумистами. Покупка таких рыб не только помогает сохранить природу, но и гарантирует, что вы получите более здорового и адаптированного питомца. Вот такая она, удивительная история цихлиды Дафодил из Канталамбы. Это больше, чем хобби. Это возможность стать архитектором и наблюдателем собственного миниатюрного мира, в точности повторяющий законы дикой природы. А какая танганьинская цихлида нравится вам? Чье описание вы хотели бы услышать в следующем выпуске? Обязательно напишите в комментариях. Если этот формат путешествия от дикого биотопа до домашнего аквариума был вам интересен, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Для меня это лучший сигнал, что двигаюсь в правильном направлении. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие погружения. Впереди нас ждет еще много удивительных открытий. Всем спасибо за внимание и отдельная благодарность Пэм за невероятные кадры из природы. Посетите ее канал, ссылку я оставлю в описании под видео. До новых встреч! Всем добра!